Привет, друзья! Как сделать эластичные рисовые пигоди с арпигоди, которые даже холодные и долго не сохнут на столе и становятся даже вкуснее. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. И если правильно соблюдать технологию приготовления рисовой муки, то получится обалденное блюдо для праздничного стола. Теперь по порядку. Делаю быстро начинку для пигоди. Режу капусту. В пигоди добавляют обычно белокочанную капусту. Ее я режу на тонкие полоски и затем рублю мелко. В отличие от простых пигоди, где капусту можно не рубить мелко, в рисовой пигоди я начинку всю мелко рублю, так как рисовое тесто очень нежное и при лепке может порваться, если овощи будут выпирать, в частности капуста. Капусту солю и слегка перемешиваю, пусть постоит и обмякнет. 10-15 минут достаточно. Лук я режу на небольшие дольки и буду вместе с чесноком измельчать в блендере измельчителе. Если нет блендера, можно пропустить через мясорубку с крупными отверстиями. Быстро, за несколько секунд буквально, нарубила овощи. Также и мясо измельчаю, как на фарш крупный. Просоленную капусту обязательно отжимаю от излишнего сока. И горечь так уберем, и начинка не будет жидкой. Иначе донышко рисовых пигоди могут порваться от излишней жидкости. Собираем все вместе начинку. Мясо, капусту, лук. Поверх лука лью прямо в кипящее масло с огня. Масло растительное, так уберется небольшая горечь лука и чеснока. Солю и перчу по вкусу. Также кладу молотый кориандр. Все, начинку аккуратно перемешиваю и убираю в холодильник. Готовлю тесто рисовое. Все очень просто. В рисовую муку чапсари, это рис с высокой клейковиной, вливаю холодную воду и ставлю на огонь. Огонь средний. Помешивая постоянно, довожу до кипения. Как только масса загустеет и появится первые бульканье, огонь выключаю. Можно сразу перелить клейстер рисовый в чашку глубокую для замешивания теста. В нее, не остужая, прямо всыпаю понемногу рисовую муку, простую рисовую муку. Точную пропорцию, сколько ушло на тесто воды и муки, я напишу снизу под видео. Но учтите, у всех качество рисовой муки разное, и количество жидкости может варьироваться плюс-минус немножко. Все-таки удобнее мешать в глубокой чашке. Пересыпаю. И еще забыла про соль и сахар. Хоть и совсем немного я добавляю на это количество, но все же вкус это дает, причем большой. Вымешиваю тесто руками, мне так удобнее. Тесто горячее и липкое, можете обжечься, поэтому работайте в перчатках толстых или лопаточкой силиконовой. Можно вымешивать. Перед работой руки смазываю растительным маслом, чтобы не липло. Отрываю небольшой кусочек, скатываю в шар и накрываю пакетом. Беру по одному шарику, можно продавить шпателем. Тесто очень мягкое и эластичное. Кладу начинку посередине и залепляю, как на варенике. Можно сделать в форме полумесяца рисовые пигоди. Кто готовил рисовые пигоди, знает, что тесто обычно сыпется, когда остывает, но не в этом случае. Заваренное тесто таким способом лепится легко и не рвется. Тесто достаточно тонкое, и начинки можно положить больше. Парила пигоди я 30 минут на среднем огне. Готовые пигоди выкладываем, и чтобы они не прилипли друг к другу, смазываю растительным маслом, можно и кунжутным. Тесто действительно получилось нежным. Даже в холодном виде он не обсыхает. Добавление чапсарь-карги делает тесто тягучим и не резиновым. Начинка такая сочная и вкусная получилась. Рисовые пигоди, как и все пигоди, подают соевым соусом. Попробуйте приготовить эти замечательные, не побоюсь сказать, пигоди. Для этого нужна лишь только качественная рисовая мука
и немного времени вашего драгоценного. Кстати, за то, что уделили мне тоже свое время за просмотром этого видео, отдельное спасибо. Будьте здоровы и хорошего настроения. Пока-пока!